Всем привет! С вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В этом выпуске вы узнаете, как своими руками можно смастерить интересный осенний декор для украшения вашего дома. Я покажу вам, как сделать различные тыквы, интересный фонарик из деревянных шпажек, корзину из пергаментной бумаги и картона, красивый осенний веночек и оригинальную вазу. Для экономии фольги внутреннюю часть долек тыквы можно делать из бумаги и салфеток. Далее тыкву необходимо оклеить бумажными полотенцами или салфетками, используя разбавленный наполовину водой клей ПВА. Также тыкву можно оклеить в технике ватное папье-маше. Для этого понадобятся тонкие полоски ваты и разбавленный 1 к 1 с водой клей ПВА.
Окрашиваю тыкву телесной перламутровой краской. Хвостик тыквы окрашиваю бронзовой краской. Вторую тыкву делаю классической. Покрываем тыквы акриловым лаком. Тыквы можно делать разных размеров, их можно применять как самостоятельный декор или использовать в различных осенних композициях. Для корзинки из гофрокартона я вырезала круг диаметром 19 см и бортики шириной 4 см. На эту корзинку у меня ушло 12 метров пергаментной бумаги, это 2 рулона по 6 метров. Рулон разрезаю на 4 части. Покрываю корзину акриловым лаком.
Напомню, что у меня на канале есть мастер-класс по вот такому осеннему панно. Возможно, вы его еще не видели и оно вас заинтересует. Ссылку на этот мастер-класс я оставлю в описании под видео, а также подсказка появится на экране. Для хвостика тыквы из плотного тонкого картона вырезаем шестиугольник. Нарезаем шпагат на 9 одинаковых отрезков, длиной приблизительно 8-9 сантиметров. Далее лучше использовать клей ПВА, но я для ускорения процесса применяю термопистолет.
В работе я буду применять деревянные шпажки. Высота будущего фонаря напрямую зависит от длины деревянных шпажек. В качестве стекол для фонаря я применяю готовую плотную пленку под названием гибкое стекло. Также можно использовать плотную пленку от упаковок или прозрачных папок. Из гибкого стекла по внутренней длине сторон, а также по высоте деревянных шпажек вырезаю 4 прямоугольника. Окрашиваем работу черной акриловой краской. Покрываем фонарь акриловым лаком. Верхняя часть мне показалась слишком тонкой, поэтому с двух сторон деревянными шпажками я дополняю стоечки. Также дополняем все оставшиеся стойки и окрашиваем их черной акриловой краской. Для приклеивания окошек я использую двухсторонний скотч. Из переплетного картона по размеру верхушки вырезаем треугольники.
Кольцо и детали полностью окрашиваем черной акриловой краской. Вместо картонной верхушки можно применить деревянные шпажки. Покрываем акриловым лаком. Далее мастерим декоративный веночек из бросовых и подручных материалов. На этом этапе у меня уже сделан подвес, но я все-таки рекомендую подвес делать в конце работы. Я поторопилась, а в процессе приклеивания тыков их расположение мне не понравилось, поэтому подвес мне пришлось срезать и переклеивать его в другом месте.
Теперь приступаем к созданию вазы. Она также может служить в качестве подсвечника. Наверное, уже многие из вас делали подобные работы. В основном такие вазы делаются из цемента, но так как у меня нет цемента, я использовала обрезки бумажных лотков от яиц, оставшиеся от предыдущих работ. Сырье заливаю крутым кипятком, оставляя для набухания на несколько часов, а затем тщательно все измельчаю. Хотя я измельчала руками, но лучше, конечно, использовать миксер. Вместо лотков от яиц можно использовать обычную туалетную бумагу. Массу немного отжимаю, воду удаляю не полностью, добавляю столярный клей ПВА, можно использовать обычный клей ПВА, здесь пропорций нету, все делаю на глаз, а затем насыпаю гипс. Внутрь также можно поместить бумажный стаканчик. Самое долгое – это дождаться высыхания. Когда я делала свою работу, батареи еще не грели, а погода на улице была довольно сырая, поэтому работа у меня сохла дней 5. Конечно, на горячей батарее или возле отопительных приборов ваша тыква высохнет намного быстрее. После полного высыхания пропитываю основу акриловым лаком. Также основу можно покрыть грунтом. В качестве грунта подойдет белая акриловая краска. Это делается для того, чтобы аэрозольная краска не сильно впитывалась в основу и ее расход был минимальным. Покрываю тыкву золотой краской из баллона с зеркальным эффектом. После высыхания работа уже готова, но также по вашему желанию ее можно декорировать, например, стразами или дополнительно расписать красками. Например, нарисовать белые или черные круги разного размера. Ну а если приклеить стразы черного цвета, то такая тыковка вполне подойдет к декору праздника Хэллоуин. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Всем моим подписчикам, как всегда, огромный привет. За время моего отсутствия я за вами очень соскучилась и буду с нетерпением ждать ваши комментарии. Гостей канала, как всегда, призываю подписаться и нажать на колокольчик. Всем моим зрителям желаю побольше теплых, прекрасных осенних дней, чудесного настроения, крепкого здоровья, берегите себя и своих близких. Огромного всем вам неиссякаемого творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!